Всем привет, друзья! Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом любимых молочных коржиков. Я думаю, многие узнали эти коржики, кто-то помнит их из детства, кому-то их готовила бабушка или мама. А я расскажу, как эти коржики готовлю я. Они получаются очень вкусные, мягкие, их можно приготовить хоть в обычном круглом виде, хоть в виде бубликов, украсить орешками. В общем, давайте все по порядку. А вы пока не забудьте подписаться на мой канал. Список ингредиентов вы видите сейчас на экране, а также точно такой же список я оставлю в описании под этим видео. Итак, берем мягкое сливочное масло, добавляем сахар и взбиваем все миксером на небольшой скорости. Теперь нам понадобится половина яйца. Просто разбалтываем яйцо вилочкой и добавляем ровно половину. Оставшаяся половина уйдет у нас на смазывание готовых коржиков. Добавляем молоко и продолжаем все взбивать. В процессе взбивания могут появиться крупинки масла, не страшно, на качество теста это никак не повлияет. К муке мы добавляем все сухие ингредиенты, разрыхлитель, ванильный сахар и соду, и частями добавляем наше тесто. Взбивать мы продолжаем на минимальной скорости. Сразу всю муку я добавлять не рекомендую, все-таки лучше частями. Как вы видите, тесто получается гладкое, никаких крупинок масла не видно. И как только венчику становится тяжело замешивать тесто, мы его убираем и заменяем насадку на крюк вместо венчика. И точно так же продолжаем вымешивать, добавляем муку частями. Вот такое тесто должно получаться. Если у вас нет планетарного миксера, в принципе, можно сделать это все с помощью ложки в обычной глубокой емкости, но, конечно же, миксером гораздо удобнее. В процессе замешивания со стенок чаши помогайте миксеру лопаткой убирать тесто для более удобного и правильного замешивания. Теперь перекладываем тесто на рабочую поверхность и продолжаем вымешивать руками. Если тесто слишком прилипает к рукам, просто добавляйте немножко муки, но опять же понемножку, чтобы тесто по-прежнему оставалось мягким и эластичным. Вот такое, как у меня, оно напоминает качественный пластилин, совершенно не липнет к рукам и не прилипает к рабочей поверхности. Раскатываем наше тесто толщиной примерно 3 мм. И я использую вот такую рельефную формочку. Вы можете взять хоть круглый стакан, но мне нравится, когда коржики такого большого размера. Диаметр формы моей примерно 12 сантиметров. И перекладываем на подготовленный противень, застеленный пергаментом. Если вам сложно переложить, перекладывайте с помощью шпателя. Остатки теста точно так же раскатываем. И я еще хочу сделать коржики вот с такой серединкой, чтобы он чем-то напоминал по форме бублик. Вырезаю и точно так же перекладываю на противень. Если у вас нет маленькой формочки, то возьмите какую-нибудь рюмочку или крышку от бутылки. В общем, что-нибудь придумайте. Теперь с помощью вилки я делаю узорчики и смазываю яйцом, которое у нас осталось, то есть половинкой яйца. Если вам этого количества яйца будет мало, то, конечно же, добавьте еще желток с молоком, либо еще одно яйцо. И все это я присыпаю фундучной крошкой. Вы можете взять хоть грецкий орех, либо вообще ничем не присыпать, но мне вот в этот раз так захотелось. И отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 15-20 минут. Оставшееся тесто я не убираю в холодильник, а продолжаю точно так же раскатывать
и буду выкладывать на второй противень. С этим тестом очень просто работать, его не нужно постоянно убирать в холодильник, с ним ничего не случится, если оно будет лежать при комнатной температуре, ждать своей очереди. То есть все максимально просто. Точно так же вырезаем. Если у вас нет круглой формы, возьмите любое блюдечко, я думаю, оно у вас точно есть, или чашку, и вырежете кругленькое печенье. Либо же можете просто скатать шарики и выложить на противень, будет тоже максимально вкусно. Для удобства вот такую серединку можно уже вырезать на коржиках, когда они непосредственно лежат на противне. И с помощью вилки убираем эту серединку. Потом из нее мы снова будем раскатывать тесто и формировать наши коржики. Точно так же делаем узоры вилочкой и смазываем яйцом. Смазывайте довольно щедро для того, чтобы коржики получились румяные и аппетитные. И в этот раз для украшения коржиков я буду использовать миндальные орешки, очищенные и нарезанные вот такими полосочками. Получится очень вкусно. Поджаренный миндаль сам по себе вкусный, но на коржиках это тоже будет очень интересно. Можно использовать абсолютно любой орех. Также, если вы не любите орехи, можно добавить изюм рубленый, либо клюкву, либо курагу. В общем, все, что вам нравится, можно каждый раз разнообразить коржики. И отставляем в сторону, пока не приготовится наш первый противень. И вот такая красота должна у вас получиться. Они еще горячие, но уже пахнут волшебно. А вот наши коржики с миндальными орешками. Румяные, красивые, пахнут, как всегда, волшебно. И мы не оставляем их на противне, а перекладываем сразу на решетку, даем полностью им остыть. Я не рекомендую оставлять их на противне, потому что может образоваться конденсат, и коржики уже будут совсем не те. Еще хочу сказать, что это довольно универсальный рецепт. Вы можете всегда изменить форму или добавить какие-нибудь украшения съедобные на эти печеньки, и каждый раз они будут выглядеть по-новому. Также, как вариант, из двух коржиков можно придумать пирожное. Например, в серединку добавить какой-нибудь крем, либо джем, либо шоколадный ганаш, скрепить две половинки, и у вас уже получится полноценное пирожное, а не просто коржик к чаю. Это тоже очень вкусно, многим нравится. И никто никогда не подумает, что это все тот же один рецепт коржиков, но уже с какой-нибудь интересной начинкой. Поэтому я всегда говорю вам, фантазируйте, пробуйте, добавляйте что-то свое, и результат всегда будет разный и очень интересный. Я надеюсь, вам понравится этот рецепт, обязательно пробуйте, пишите в комментариях, что у вас получилось, а мне будет всегда интересно почитать. И я напоминаю, что мои видео на канале выходят по вторникам и пятницам. Не забывайте ставить напоминания. Всем спасибо, берегите себя и до скорых встреч. Всем пока!